Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомитовод и обязательно прожимай колокольчик. Здорово, танкисты, всем привет! Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры World of Tanks. Сегодня у нас на обзоре тяжелый танк 5-го левела Франции. Вот проходная прокачиваемая ветка БДР G1B. Тяжелый танк, вот такой вот бутузик. Ну и предлагаю уже сразу отправляться, разбирать эту машину, смотреть collision модель брони данного агрегата. Погнали! Итак, вот наш БДР G1B. Давайте все и по порядку. Начнем с корпуса. НЛД у нас 120. И это как для 5-го левела очень крепкий НЛД. В приведенке 120. Центральный час 60. Она закругленная. Вот, соответственно, в центре 60 переход. Ну и дальше на увеличение. ВЛД у нас 60 миллиметров, но имеет хороший угол наклона, поэтому в приведенке доходит до 170. Система пишет рикошет. Подбашенная рубка у нас 80. Люк мехвода 66. И это есть ослабленное место корпуса танка, ровно как центральная часть между НЛД и ВЛД. По башне. Центральная бронеплита у нас, смотрим, 81. Щеки 114. 129. Вот щеки еще кто-то не сможет пробивать, а вот центральную плиту вполне себе будут закладывать. Маска орудия очень крепкая, 180-200, и это даже не обсуждается. Есть вот такой вот люк, 86 миллиметров. Сказать, что он там супер бронированный среди других люков и сравнивать там с другими танками, можно сказать, да, бронированный. Но что такое 86, когда среднее бронепробитие на 5 уровне лежит в плоскости 90, 100, 110, обычными снарядами, соответственно, он будет прошибаться. И вас будут рвать на части. Боковое бронирование у нас хорошее, 60. Вверху корпус, вот эта вот планочка, здесь фальшборд, а здесь его уже нету. 40. Может ли это танковать? Конечно, может. Но через каток бьется. То есть вот где фальшборд, все нормально, а где у него вот большой каток, уже пробивается. Здесь система пишет рикошет. К сожалению, здесь пробивается. Вот так вот. От борта особо сильно не потанкуешь. К сожалению. Ну что, по броне вроде есть и вроде нет. Давай смотреть. Основные модули. Стартуете вы на пушке 4 уровня с маленьким пробитием на основном снаряде. Это жесть, на нем вам будет играть крайне тяжело, поэтому на тачку надо заходить со свободным опытом. Чтобы хотя бы вкачать вот эту вторую пушку 5-го левела, начинать на ней играть. Конечно же, наша цель это пушка 7-го уровня с альфой в 240. Представляете себе? Да, на 5-м левеле 240. 135 пробития основным, 175 голдой. То есть он вполне вменяемо играется на этой пушке на основном снаряде. Заряжается у нас пушечка долго, 10 секунд, но это на стоке. 1440 дпм, 0.38 как для тяжелого танка и такой дура в 90 миллиметров. 0.38, неплохая точность, но сводится очень долго, 2,7 секунды. По поводу башни, здесь у нас обзор 300, здесь у нас обзор 320, то есть нам дают плюс 20 метров обзора, 26 скорость поворота градус в секунду, здесь 28. Ставим более тяжелую башню, соответственно, меньше она слабее крутится. 80-70-60 бронирования, здесь 60-60. То есть броня больше, башня тяжелее, медленнее крутится, но лучше обзор. Соответственно, и по броне плюс. Поэтому однозначно нам нужна эта башня. Вот. По рации, для любого танка, является ли он тяжелым, ПТ-САУ, легким, средним, неважно, всегда надо качать рацию максимально лучшую, чтобы стрелять по засвету союзник, который вам будут передавать по этой рации, собственно, данные по врагам. 710 метров на топе и всего лишь 290 на стоке. Мы тяжелый танк, нам важна подвижность. Стоковый двигатель 350, топовый 450 лошадей, что даст примерно процентов 15 подвижности. На месте крутиться, опять же, мы тяжелый танк, да, всегда в упоре бьемся. 24 градуса в секунду поворот на топе, и здесь у нас 22, плюс 2, тоже неплохо. Касаемо оборудования.
Касаемо оборудования. Однозначно всегда советую ставить досел. У нас 10 секунд заряжается на стойке. Ставить турбину. Танк тяжелый, медленный. Турбина ему очень важна. И здесь ставить либо усиленный привод наводки, потому что пушка огромная по калибру и сводится медленно, да, либо ставить сюда вентиль, либо сюда ставить улучшенную закалку. Все, других вариантов для этого танка просто нету. По снарядам. Основной снаряд у нас бронебойный. Вот, летит 800 метров в секунду, голда подкола летит косарь. Голда здесь необыкновенно хорошая. По снаряжению стандартный комплект, ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Вот, я поставил допаек, потому что посадил танк с АМХ М451, да, старший левел, и не переобучал на танк, ибо экономлю золото, не хочу на это тратить даже на обзоре. Поэтому поставил допаек, чтобы минимизировать потери непереобученного экипажа. Первым перком командиру лампу, всем остальным ремонт, вторым перком боевое брасло. Дальше качаете, как показано в таблице. По УВН у нас минус 8. Заряжается пушка у нас 9 секунд. И опять же, если экипаж был более вменяемый, заряжался почти 8 секунд. По ХП у нас 920 норма. По мобильности у нас 34 вперед, 12 назад. Чуть менее 13 лошадей на тонну. Даже с турбиной он очень медленно ездит. Поэтому без турбины на нем играть это просто пот. По обзору у нас 314 метров. Ну-ка назад. Вот, и у нас ведь штраф, да, 24, так было бы 338, что, ну, маловато даже для тяжа. По плюсам, минусам танка. По минусам, танк большой, реально. Танк по броне не может танковать от борта, потому что бьется через переднюю часть на вылет. По броне хорошая НЛД, хорошая ВЛД, плохая у нас, очень плохая подбашенная рубка. У нас хорошая крепкая маска, более-менее бронированные щеки, но дырявый люк и дырявая передняя бронеплита, это минус. Тоже подвижность однозначно минус, обзор минус. Из плюсов можно отметить только орудие, пушку, и то, которое долго сводится. Предлагаю уже отправляться в бой, посмотрим, как играется БДР G1B с современным рендером. Погнали! Так, у нас попали мы на White Park, шестеркам. У нас обзор боем тяжелый танк Франции 5-го левела. БДР G1B, проходная прокачиваемая ветка. Сейчас поедем шестерок бить. У них ОИ, КВ-2. Короче, крутые. Сейчас мы будем шестерок мочить, возможно, да, может быть нас. Сейчас мы проверим эту тачку на броню против шестых левелов. Ну-ка, что у нас с подвижностью? Надо идти при поднятом настроении. Такое себе. Да. Сашка, Че, перекатчика будет у нас, нет? Непонятно, ничего не понятно. Так, КВшничек ползет. Ну ты где, родной? А куда я целю? шпили-выли делать будем. Чё, козлина, не можешь встать, да? Ты что там удумал? Вот так, опусти ниже плинтусы.
Хелкат у нас На чайник неважно пришел. светит, либо нас высвечивает вот отсюда, не пойму. На чайника. Ну да. Нас походу с перекаточки вот этой светит. Уху! Я все жду, когда леопард там появится. Он же должен появиться. Вот он. Леопардоподобный наш друг. О, говнюк светит. Прям на постоянке. Ты погляди. Офигеть. А, он там наверху. Не, что это, мы так ничего не настреляем. Я не растерялся, я же Господи, охранник. кто же меня так светит-то? Тихо, тихо. Вот так, а вкус Александр, ниже идешь плинтусы. в дачу. Леопард свалил. Шпили-выли делать будем. На чайника пришел. Не, надо ближе подходить. На чайника. Привет. Вот, ага. Нам бы подсветить бы ее. ПТшечку-то. То она больно стукается, больно. Я не Как растерялся, она я же надоела, а? охранник. Во.
Кучно они тут все собрались. Шпили-выли делать будем. Тоже мне стратегический объект. Сегодня В ангар, у нас родной. праздник, Вася. В ангар. Сейчас отсветимся. Ты гля. Вот так опустят ниже плинтусы. Что не пойму. О, вот это вообще хреново. Я не растерялся, я же охранник. Что ты от меня хочешь? Вообще не светится, бля. Сволота. Уходи отсюда и все. Кстати, 1140 натанковали. Да, настреляли. Она вообще не светится. Дрянь это. Начальника, привет. Все. Она опять в дальних кустах вон там стоит. Вот так опустят ниже плинтусы. Как ее выбивать? Шпили-выли делать будем. Или ее рентгеном хапаю, она прям здесь стоит за углом где-то. Непонятно. Начальника пришел. Блин, на рентген похоже.
Понятно, в углу стоит. Победа, захват базы. Как-то у меня отображался неправильно на карте. Ну ладно, не смогли мы ее выцарапать. Такой непонятный танк, непонятный бой. Ну, видели, сколько натанковали? Броня есть же, да? Нифига себе натанковали. 814 настреляли. На танковом 1250. Так что броня есть. Все, броня есть. Против шестерок играли. Жили до конца боя. Старались выжить. Вот, аккуратненько играли. Ладно, ребята, у кого есть такая машина, пишите свои комментарии. Как вам в целом эта машина? Какое вы используете оборудование? Я еще раз говорю, что досел турбина обязательно для этой машины, на мой взгляд. Ну и, конечно, сюда можно поставить улучшенную закалку. Сюда можно поставить вентилятор. Ну и, наверное, все по оборудованию. Как-то так. Танчику ставим 3 с маленьким плюсом. На самом деле, не мог. Ну, Ксяну как не лежит. Он медленный. Броня вроде есть, но такая тоже условная броня. Пишите вы, хороший танк или плохой. Вот мы бой сыграли, посмотрели его характеристики. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайкос. Я говорю, до скорых встреч в новых обзорах. Пока. Играешь в танки? Подписывайся на мой канал Индомита Вот и обязательно прожимай колокольчик.